Добро пожаловать на мой канал и всем доброго времени суток. Тема видео Voodoo 5 5500. Собираем и тестируем Ultra Glide PC. Запаситесь попкорном, видео очень длинное, поэтому смотрите описание и переходите по ссылкам на конкретно интересующий раздел ролика. Довольно случайно в мои руки попала материнская плата Chintech CT6AJ4T, рассчитанная на установку процессоров Intel Tualatin. На этой плате установлен чип, аудиочип C-Media 8738, актуальный, кстати, даже сегодня в Windows 10. На материнской плате распаяно 3 слота SDRAM DMM с двумя ключами, 2 IDE слота для жестких дисков, один ISA слот, полностью поддерживающий любые звуковые карты для DOS, 5 слотов PCI, 1 AGP. Чипсет VIA 694T, он же VIA Apollo Pro 133T, несколько медленнее, чем Intel 440BX на шине 133 или Intel 815EP, но зато он поддерживает 1,5 гигабайта оперативной памяти. На конкретно этой плате я сейчас их показал. К сожалению, два конденсатора вздулись, и естественно нам их надо будет перепаять. Посмотрите поближе на эти конденсаторы, и в общем-то через некоторое время я покажу, как я их перепаивал своими кривыми руками и что из этого получилось. Итак, я думаю, хорошо заметно, что оба конденсатора, которые я сейчас показал, вздувшиеся. Кладу материнскую плату на место, на стол, и пора приступать к работе. Процесс пайки конденсаторов завершен, смотрим на остальные комплектующие. Материнскую плату Chintech CT6AJ4T мы уже осматривали, поэтому я не буду еще раз заострять на ней внимание. Она теперь полностью работоспособна. А вот пару слов о центральном процессоре, думаю, стоит сказать. Процессор в данной сборке топовый Pentium 3S с маркировкой SL657, тактовая частота процессора 1,4 ГГц, кэш второго уровня 512 кБ, шина 133 МГц. Данные процессоры Intel выпускала только как серверные, поскольку они вполне конкурентоспособны по отношению к Pentium 4 на ядре Willamette 1,3-2 ГГц. Однако никто не запрещает их использовать и в обычном десктопе, чем в общем-то мы и займемся в дальнейшем. Ножки целы, как видите, процессор
Ну, лично мне он нравится. Нравится прежде всего своей производительностью. Для того, чтобы не возвращаться к этому вопросу, давайте мы сразу в системную плату установим наш процессор. Поднимаем рычажок, осматриваем процессор так, чтобы вставить его по ключу. Вставляем. Закрываем рычажок. Ну, в принципе, на этом процесс установки процессора завершен. Давайте посмотрим на кулер, который я буду для него использовать. Это обычный алюминиевый кулерок. В общем-то, для таких процессоров большего и не стоит искать. Перейдем к оперативной памяти. Это обычные планки по 256 мегабайт, всего 868 мегабайт оперативной памяти. Жесткий диск. Жесткий диск я решил использовать обычный Seagate Barracuda на 80 гигабайт. Почему не 120, не 160? Да потому что больше для этой сборки и не нужно. Да и в то время, кстати, Seagate еще нормальные жесткие диски делал. Звуковая карта. Ну, что сказать. Топовая DOS звуковая карта для шины ISA. Sound Blaster F64 Gold. Перейдем к жемчужине сборки, видеокарте Voodoo 5500 AGP. Видеокарта состоит из двух чипов VSA 100, каждый из которых является 128-битным 2D 3D ускорителем. Каждый чип состоит из 14 миллионов транзисторов, частота 166 МГц. Каждый чип содержит два конвейера рендеринга с одним блоком текстурирования. Fill-rate 333 миллиона пикселей или 166 мегапикселей в режиме мультитекстурирования. RAM-DAC 350 МГц. Поддерживает текстуры с 32-битной точностью размером вплоть до 2040 на 2048 пикселей. Интерфейс памяти 128 бит. Каждый чип поддерживает до 64 мегабайт локальной видеопамяти SDRAM, SGRAM. Максимальное разрешение 2048 на 1536 точек на 85 Гц. Полная поддержка DirectX 6, DirectX 7 и OpenGL 1.2. В общем, видеокарта в свое время была весьма производительна. Поскольку сборку мы делаем, так сказать, красивую, то и я озаботился приобретением лицензионной версии для новых ПК Windows 98. В топовый компьютер топовую аудиокарту PCI класса. В данном случае Sound Blaster Audigi Platinum EX. В комплекте у нас беспроводной пульт, набор проводов с соединительными шнурами, дочерняя карточка для подключения внешнего модуля вот этим вот самым толстенным проводом, который лежит. Сейчас распакую. Так, вот она. Непосредственно сама звуковая карта SB2090 с позолоченными, кстати говоря, контактами. И внешний модуль Audio Drive с набором драйверов. Вообще, Audigi в представлении не нуждается. Если хотите ее испробовать в деле, запустите Doom 3. Корпус. Я приобрел новый корпус XG Romeo. Корпус изготовлен из толстого металла, где-то миллиметр толщиной. Корпус новый. В корпусе установлен великолепный для ПК тех времен блок питания с напряжением, в том числе по линии минус 5 вольт. Ну просто конфетка. Ну что, приступаем к сборке.
Ура! Наконец-то сборка завершена. Посмотрите фотографии. Корпус вроде бы и крутой, но ужасно неудобный для сборки. Слов нет, насколько я утомился. Пора включать компьютер и настраивать BIOS. Ну что, давайте вскроем упаковку Windows 98 SE. Те, кто смотрел видео, посвященное вскрытию и установке коробочной версии MS-DOS 5.0, я думаю, видят, насколько комплектность отличается у этой Windows 98 OEM версии и коробочной версии MS-DOS 5.0 для SSR. Если не смотрели видео, рекомендую посмотреть, ссылочку оставлю в описании. Так, что у нас тут есть? Собственно говоря, диск. Попробуем его аккуратно оторвать. За столько-то лет клей-то высох. Не очень, конечно, аккуратно получилось, но конвертик я не порвал. Вот он, диск. Не знаю, мультизагрузочный, нет, в любом случае ставить Windows 98 будем с дискеткой. Ну и краткое руководство. И сама дискетка. Без нее, по крайней мере, 95-й Windows поставить было нельзя. 98-й, как правило, все-таки диски мультизагрузочные. Что у меня еще есть? Это у нас Duke Nukem 3D Plutonium Pack. Пока еще не вскрытая. Скрывать я ее не буду. Время еще не пришло. Играть мы будем вот в эту версию. Лицензия, но уже вскрытая. Классика. Вообще за 20 лет у меня достаточно много дисков скопилось. Что-то лицензии, что-то пиратки. Вот, например, Half-Life. Лицензия. Долго я именно такую версию искал, чтобы здесь были все первые 3 части Half-Life. Непосредственно Half-Life, Blue Shift и Opposing Force. Нашел. Сейчас диск возьму аккуратнее. Это у нас Need for Speed 5. Пиратка. А это Max Payne. Лицензия. Кстати, обалденная графика по тем временам была. Реально обалденная. Дальнобойщики 2. Крутая игрушка, но тормозила она в те времена везде. Горький 18.
с озвучкой Гоблина. Отличная, кстати, игра, хоть я и не люблю такие. Крутой Сэм 2, точнее второе пришествие. Тоже классная игра. Классический шутер. Это Петька и Василий Иванович, которые спасают галактику. Обалденный квест, кстати, говорят, тоже. А вот Unreal. Этот диск я заказывал с Англии. Вот захотелось мне первую часть. И нашел. А это антология Unreal. Ее я покупал в России. Здесь в принципе есть все. Это МДК-2, лицензировано навигатора, но по факту это обычная пиратка. Хотя рабочая. Quake 3. У меня вот в те времена была именно такая версия. Я вообще купил, конечно, все эти лицензии цифровые. А вот это Nautilus Pompilius. Те, кто имели компьютеры в то время, думаю, многие слушали и покупали этот диск. И диск отличный, и группа великолепная. А это сборник Игротека в кармане. Пиратка, естественно. 1000 игр. Но Дюка Нюкема среди них нет. Увы. Это у нас антология Blizzard, Diablo и кое-что еще, естественно, пиратки. Это Fallout сборник. Честно говоря, не самый любитель этой серии и не уверен, что будем ее использовать. Это Quake 2. Вот именно такая версия, другой у меня нет. Хотя, как я уже сказал, цифровые версии я купил. Ну что, пора устанавливать Windows 98. Ну что, господа, думали, пока буду устанавливать Windows 98, опять музычку поставлю? Нет, не угадали. В общем, сейчас я вставил дискетку, дискетка загрузилась, я выбрал второй пунктик. Загружается DOS. И в DOS я, в общем-то, сделаю что? Сейчас я проверяю, у меня диск уже разбит, что у меня на дисках находится и какой из них CD-ROM. CD-ROM, естественно, я тоже вставил. Это F. Соответственно, переходим с диска F на диск C. Создаем папочку Windows 98. Возвращаемся обратно на диск F. Переходим в папочку Windows 98. Копируем все файлы из этой папки в папочку C Windows 98. Ее обязательно надо предварительно создать в DOS, иначе ничего не получится. Точнее, получится, но скопируется в один здоровенный файл. Ну, пока все это дело копируется, я расскажу одну довольно-таки грустную историю. В общем, когда я свой первый компьютер купил, это было в 2000 году, если я не ошибаюсь, осенью. Это был Pentium 100 МГц с предустановленной Windows 95. Так вот, когда я его купил, я его притащил домой, до этого я только с DOS работал, и давай ковыряться. И так ковырялся, и эдак. В общем, где-то через пару дней я ту самую Windows 95 убил намертво. И что делать? Дисков с Windows 95 у меня не было. Да и не умел я этого ничего делать. В общем, взял этот свой ПК и потащил к своему товарищу на работе. Я-то уже, естественно, взрослый был к тому времени. Товарищ взял мой компьютер, установил на него уже не Windows 95, а Windows 98 SE, такую же, как сейчас, и вернул мне его. За работу я ему купил неплохую такую бутылочку коньяка. А коньяк, в общем-то, что сейчас, что тогда, хороший, естественно, стоил ни разу не дешево. И вот притащил я домой эту бутылочку с коньяком. Потом я ее унес своему товарищу, забрал у него компьютер. И такая меня жаба, если честно, задавила, что я решил, научусь-ка я сам всему. И с тех пор, в общем-то, я
той или иной степени постоянно вожусь с компьютерами. Вот такая вот грустная история. Ну, в общем-то, Windows 98 я установил. Осталось ее только настроить. Вообще порядок установки драйверов, что для Windows 98, что для Windows 95, что для Windows 10 одинаковый. Для начала давайте посмотрим, какие драйвера у нас установились автоматически, какие нет. Как видите, к звуковой карте Sound Blaster F64 драйвера установились, а вот для Sound Blaster Odyssey, к сожалению, нет. Теперь наша задача первым делом установить драйвера к материнской плате. В данном случае материнская плата на чипсете VIA, соответственно, устанавливать мы будем драйвер VIA 4in. Но, чтобы его установить, сначала установим архиватор. В данном случае 7-zip версии 9.20. Кстати, для Windows 98 один из лучших архиваторов. В редких случаях он какие-то архивы не в состоянии открыть. Тогда приходится устанавливать архиватор RAR. Создаем папочку, в которую скопируем, чтобы в следующий раз не мучиться, драйвер VIA 4in. Версия 4.43. Ну и начинаем его устанавливать. Естественно, установку я прокручиваю в быстром режиме, потому что, ну, зачем все так долго рассматривать, как оно на самом деле является. Так, перезагрузка. Драйвера, в общем-то, встали. Сейчас мы это проверим и в этом убедимся. Так, это закрываем, чтобы оно нам не мешалось. Лезем в системные устройства. Вот они. Драйвера VIA для системной платы встали. Теперь установим драйвера к видеокарте. Драйвера я ставлю с оригинального диска. Есть у меня такой. Самые новые я ставить в данном случае не хочу. Драйвера к видеокарте установились. Сейчас все тут перезагрузится в очередной раз. Вообще Windows 98 очень любит перезагрузки. Очень. От перезагрузок ушли более или менее только в Windows 7. Ну и в Windows 10, соответственно, тоже перезагрузки большая редкость. Настраиваем экран. Поставим 1024 на 768. Этого в принципе достаточно. Так. Ну что, пришло время установить драйвера к звуковой карте. Ко второй звуковой карте. PCI. Выбираем, в общем-то, то, что нам необходимо. Остальные ненужные нам программки убираем. Еще раз посмотрим. Но все-таки это оставим. Так, установка пошла. Учитывая, что сначала я установил драйвера к видеокарте, а потом к звуковой, установка, видите, очень даже красивым окошком идет. Так. Ну, здесь, конечно, все тоже в ускоренном режиме вам показывается, потому что, ну, ни к чему смотреть все то время, которое оно реально устанавливалось. Итак, от регистрации мы отказываемся. Перезагружаем и
Слушаем теперь, какой звук у нас получится в результате. Знакомая заставочка у меня была Audigi в свое время. А этот глубокий, басовитый звук приветствия Windows 98 вызывает у многих людей ностальгию. Впрочем, хватит лирики. Нам по большому счету осталось установить только драйвера для USB флешек. Больше нам не нужно выводить это приветствие. Давайте установим драйвера к флешке и в принципе закончим. С настройкой. В общем, перезагрузку я показывать не стал, очередную. Просто вот так вот через устройство устанавливаем драйвера к флешкам. И флешки у нас теперь работают. Давайте теперь приступим к тестированию нашего Ultra Glide PC. Вообще, на самом деле, не так уж, чтобы и много тестов, которые можно использовать в Windows 98. Начнем с Sandry. Sysoft Sandra 2001. Почему именно с этой? Потому что в ней есть интересная опция, о которой я чуть позже скажу. Давайте посмотрим, что у нас из себя представляет материнская плата. Ну, в общем-то, видите, что это чипсет V694T. Теоретически она поддержит до 2 гигабайт оперативной памяти. Ну, учитывая, что слотов только 3, максимум 1,5. Перейдем к процессору. Процессор Intel Pentium 3, 1400 МГц, кэш второго уровня 512 килобайт. Ну, в общем, все это я уже говорил. Просто еще раз убедились в том, что процессор и материнская плата именно те, о которых я вам говорил. BIOS на этой материнской плате Everett. Есть EMI, есть Everett. Ну, я как-то больше привык к эвердовскому BIOS, но в принципе они равнозначны и равноценны. Звуковые карточки. Первым устройством я поставил F64, ну вот она и Sound Blaster Audigi. Так, а вот дополнительная опция, о которой я говорил, вы, наверное, видели. 3DFX. Давайте посмотрим для начала, что нам показывает Direct 3D. В принципе, ничего интересного. А вот 3DFX ускорение. Запускаем. Ну, поддержка, скажем так, Voodoo 2 и ниже у нас имеется. Технология Voodoo 2 имеется в виду. OpenGL. Здесь еще у нас только 1.1 версия, и все фичи OpenGL 1 видеокарта поддерживает. Запустим тест процессора арифметический и посмотрим на результаты. Здесь максимум, что у нас есть, это Pentium 4 1,5 ГГц, и наш процессор его, скажем так, мощнее. Причем видно, что мощнее, что в общем-то и не удивительно.
Посмотрим мультимедийный тест процессора. Ну, здесь видно, что он существенно мощнее Pentium 4 1,5 ГГц, что и неудивительно. Именно, кстати, по этой причине, как я уже и говорил, Intel не продавала эти процессоры для обычных десктопов. Есть у меня еще одна версия Сандры, уже 2002. К сожалению, она не русифицированная, не нашел я русификатор под нее. Здесь я просто запущу тесты арифметический и мультимедийный процессор. Я уже настроил менюшку, поэтому сразу будет видно, что и к чему по результатам теста. Так, ну вот, это у нас наш процессор. Это Pentium 3 1 ГГц, так сказать, эталон. Это Athlon XP 1600-1400 МГц. Примерно они равны. Ниже Pentium 4 2 ГГц. Видите, по верхнему тесту по ALU он равен Pentium 4. По FPU немножко отстает. Снизу Pentium 4 2.4, который уже быстрее, и поставим максимум Pentium 4 2.66. Ну, против этого процессора он уже тягаться, естественно, не может. Хотя, напомню, тест синтетический. Давайте вернем как было и запустим мультимедийный тест процессора. Так, сейчас дождемся результата. Здесь, кстати, интересная будет в процессе тестирования картиночка. Ну, вы ее видите сейчас. Так, смотрим на результаты. В общем-то, производительность этого процессора примерно равна производительности Athlon XP 1600+, такой же тактовой частоты, и чуть ниже, чем у процессора Intel Pentium 4 2 ГГц. По факту где-то 1700-1800 МГц Pentium 4 равен по производительности. Ладно, закрываем. И переходим к следующему тесту. Следующим тестом у нас будут, естественно, 3D марки. Производство компании MadOnion.com, как она тогда называлась. Бенчмарки эти у меня находятся в папке Benchmarks. И тем, кто не знает, напомню, запускаем 3D Mark 99, что все эти тесты можно спокойно скачать с официального сайта со всеми ключиками и использовать без всяких проблем, потому что тесты старые, но для таких, как я, к примеру, актуальны. Выбираем настроечки. Настроечки мы сделаем 1024 на 768, 32 бита. Все сделаем по максимуму. Тройная буферизация. Ну, в общем-то, полный фарш, так сказать. Запускаем Bench. Бенчмарк, кстати, в свое время был достаточно красивый. На сегодня, конечно, модельки угловатые. Ну и аляписто все так смотрится. Но, тем не менее, довольно-таки достойно. Так, первый тест подходит к концу. И сразу переходим к последнему. Я думаю, нет смысла показывать весь процесс тестирования. Потому что, ну, кому интересно, тот сам посмотрит. А затягивать видео мне не хочется. Итак, смотрим результаты. Voodoo 5 5500 в комплекте с процессором Intel Pentium 3 1,4 ГГц выдал аж целых 4235 попугаев. Процессор, конечно, выдал он 21820. Закрываем тест, переходим к следующему 3D марку. Кстати, в этой версии можно было спокойно сохранить все результаты для последующего использования.
Вот такая была фича. Переходим к следующему тесту. 3D Mark 2000. Этот 3D Mark уже в сравнении с предыдущим гораздо более зрелищный. Но опять же, полностью все тесты мы не будем запускать. Выбираем настроечки. Опять же, все по максимуму. Все у нас 32-битное или 24-4-битное. Разрешение 1024 на 768. Запускаем. Здесь мы посмотрим первый тест. Вот этот вот вертолетик. Когда, кстати, я первый раз увидел этот вертолетик, мне, в общем-то, тест понравился. Видно, конечно, что деревья по современным меркам мало полигональные, но в то время смотрелось очень даже так ничего. Хотя следующий тест 3D Mark 2001, тот, конечно, был вообще красивый. И мы посмотрим последние три теста. Вот хочу обратить ваше внимание на то, что немножко неправильно их отображает Voodoo 5. Вот первый тест видели, без проблем отобразило. Второй тест никакого изображения, кроме источника света, имеется в виду рельефного. А в третьем тесте что-то пытается, но неправильно отображается. Вот такие вот проблемы имели место в свое время на Voodoo 5 5000. Ладно, смотрим на результаты. Ну, как видите, аж целых 3762 попугая. Что, в принципе, по тем временам неплохо. Ну, по крайней мере, для 2000 года, но маловато. Даже мощный процессор не помогает получить больше попугаев. Впрочем, и тест своеобразный. В отличие от 3D Mark 2001 SE, его в настоящее время никто не использует, потому что он в принципе немножко неадекватен. Он не выдает результатов выше определенного уровня вне зависимости от мощности железа. А вот этот вот тест и красивый, даже очень красивый, и вполне себе адекватный. Так, выберем настроечки. Здесь у нас, как видите, тоже 1024 на 768. Все по максимуму ставим. И запускаем. Здесь я тоже прогоню только первый тест и последний. Потому. Вроде бы и красиво, а вроде и смотреть долго и нудно не каждому захочется. Шагающие роботы, машинки, взрывы. Кстати говоря, в этом тесте в эту игру можно погонять. Мини-игра есть в самом тесте. Кто не пробовал, можете скачать и попробовать. Давайте посмотрим на заключительную спрайтовую лошадку. Ну, как видите, со спрайтами у видеокарты не все так хорошо, как хотелось бы. Посмотрим текстурки. Четвертый тест на этой видеокарте не идет. Он вообще идет только на видеокартах с поддержкой шейдеров. Посмотрим на результаты. Целых 2166 попугайчиков. Ну что сказать. Не густо. GeForce, насколько я помню, даже MX выдавала больше 3000. Хотя, я, конечно, уже запамятовал. Врать не буду. Может быть, там 2900, 2800 было. Ну, давайте посмотрим. На всякий случай, вдруг кто-то сомневается, что у меня стоит именно Voodoo 5. И оба чипа включены. Ну вот, я думаю, вы это видите.
Давайте закроем окна с настройками и перейдем к следующим приложениям, к играм. Игры, игрушки, гаммисы, как их называли в 90-е. Поскольку компьютер полностью поддерживает звук в DOS, начнем мы с DOS игр. Duke Nukem 3D. Это компьютерная игра, созданная компанией 3D Realms с подразделением Apogee в 1996 году. В основу игры лег движок Build. Игра выполнена в стиле Doom, однако новая трехмерная часть Duke Nukem не стала очередным клоном Doom. Она сумела составить конкуренцию вышедшему в то же время более технически совершенному Quake. Более того, она принесла в игровую индустрию столько нововведений и неожиданных решений, что по праву может оспорить звание проводителя многих современных шутеров, включая серию Half-Life, кстати говоря. Duke Nukem, которого озвучивает Джон Сент-Джон, отличный, кстати, голос у человека, это специальный агент правительства США, брутальный и насмешливый экшен-герой внешностью, похожий на Дольфа Лундгрена. Дюк – один из самых колоритных героев компьютерных игр. В процессе игры Дюк может шутить и даже ругаться с игроком. Реплики из игры разошлись на цитаты. Именно в Duke Nukem 3D появилось знаменитое выражение Дюка Нюкема: "It's time to kick ass and chew bubblegum". Переводится это как "время надирать задницы и жевать жевательную резинку", и отсылает нас эта фраза к фильму "Чужие среди нас". Вообще игра была написана для DOS, но, что интересно, прекрасно она работает в Windows 95, 98, Millennium, ну то есть во всех Win9X операционных системах. Одиночную игру можно запустить даже в Windows XP. Сетевая, конечно, там уже не работает. Более того, движок Build жив и сегодня, и на его основе выпускают игры. Я думаю, те, кто интересуется темой старых ПК, их даже знают. И если не знаете, то я сейчас напомню. Устали от современных скучных поделок, мимикрирующих под ретро-шутеры? Хочется настоящего брутального геймплея? Встречайте настоящий ретро-шутер на ретро-движке Build Iron Maiden. Ожидается в первом квартале 2019 года. Iron Maiden — это современная игра, с которой уже можно ознакомиться в Steam, а вообще на движке Build написаны такие хиты, как Blood, Redneck Rampage, веселейшая игра, Shadow Warrior. Движок в свое время действительно, несмотря на его отставание в технологическом плане от движка Quake, вполне себе конкурировал с этим движком, и игры на его основе получались просто великолепные. Чего стоит тот самый Redneck Rampage с великолепными текстурами. Ну и раз я уже упомянул игру Redneck Rampage, давайте посмотрим на ее геймплей. Игра, скажем так, весьма веселая, да тут еще и перевод на русском языке гэкающими актерами. Кстати, игру создала та же самая контора, что впоследствии выпустила King Life of Crime. Как оно вам? Брось пушку. Игра, кстати, несмотря на всю ее веселость, довольно-таки сложная. Мало того, что вот эта вот машина, которая по кругу гоняет, может сбить, так еще и
стреляют оппоненты весьма даже метко. Не знаю, в свое время многие родители, услышав те самые словечки, которые сейчас произносят наши оппоненты, запрещали все играть своим детям. Я к тому времени был уже взрослый, и поэтому играл без проблем, но, если честно, я ее до конца не прошел. Ну вот, и все, что я и говорил. Вот тебе и иха! Впрочем, ладно, давайте перейдем к более серьезной игре. Даже сказать, если честно, очень серьезной игре. К обычному Quake. Quake работает как в режиме DOS, в виде вот таких пикселей, которые вы только что видели, так и в виде игры с 3D ускорителем. Поскольку у меня стоит ПК Voodoo 5 5500, топовый 3D FX ускоритель, естественно, игру я запустил с 3D ускорением. В свое время, кстати, на фоне того же Doom игра смотрелась просто суперски. Но вот на фоне Дюга Нюкема она, конечно, смотрелась несколько более бледной, поскольку юмора в ней практически никакого, сюжета тоже. Ходим, да всех уничтожаем. Геймплей, да, геймплей достаточно интересный. По современным меркам она, конечно, бы вообще не взлетела, но во времена ее выпуска это был прорыв. Это по большому счету один из первых движков, настоящих 3D движков. Ну, здесь я немножко похожу, поброжу, мало ли. Кому-то может быть интересно, кому-то может быть неинтересно, но в принципе времени это много не займет. Так, это у нас склад damage, усиливающий наш урон в 4 раза. Блин, никак в собачку попасть не могу. То ли руки кривые, то ли бегает быстро. Так, еще один секретик. Кстати, Quake это была последняя игра ID Software, которую они делали в старом составе, когда были и Джон Кармак, и Джон Ромеро, и Американ МакГи. Потом команда разошлась. Чем все закончилось, вы, я думаю, знаете не хуже меня. Той ID Software, которая была грозой всех остальных игроделов, теперь больше нет. Так, здесь я помню, что один еще секретик тоже есть. Да, вот сюда вот заплываем. Ага. Вот где еще один секрет, я, честно говоря, не знаю.
Вот эта дверь вроде бы открывается, но почему-то она не открылась. И я не помню, что нажать, чтобы она открылась. Впрочем, это все лирика. Давайте уже закончим уровень. Потому что игра все-таки довольно-таки скучная. Хотя и интересная. Видите, 5 из 6 секретов я нашел. Если уж говорить об играх на движке Quake, то давайте поговорим о Half-Life. Как раз вы ее сейчас и наблюдаете. В 1996 году основатели молодой компании Valve Software Гейб Ньюэлл и Майк Харрингтон, благодаря наличию связи с Майклом Абрашем, бывшим работником Microsoft, как и они, тогда еще работавшим в ID Software, приобрели лицензию на использование движка Quake Engine. В 1996 году движок Quake Engine был едва ли не единственным, позволявшим создавать реалистичную по тем временам, естественно, 3D-картинку в играх. Однако, поскольку Valve предполагала создание игры, которая должна была превзойти и Doom, и Quake, движок был очень серьезно модифицирован. Силами Valve в движок Quake были добавлена поддержка Direct 3D, скелетная анимация, лицевая мимика, динамическое освещение. Позже в него также были интегрированы некоторые наработки ID 2, движка, который был использован в Quake 2. В основном это было исправление багов. Игра Half-Life создавалась около 1,5 лет. По тем временам это просто огромный срок. Рабочим названием игры было Кивер. Колчан для стрел, дрожь, трепет. По-разному можно перевести. Дата выхода окончательной версии игры несколько раз переносилась, однако после всех переносов игра вышла 19 ноября 1998 года и взорвала игровую индустрию. Недавно, кстати, был юбилей, 20 лет. Суть игры в том, что человечество в лице ученых исследовательского центра «Черная Меза» и их работодателей смогли открыть доступ в пограничный мир Зен, населенный различными существами, среди которых есть и разумные. Сейчас вы как раз и наблюдаете финальную битву с главным боссом, Нихилантом. Если вы не смотрели мой ролик об этой игре, не читали статью, то очень много потеряли. В них масса аналитики и нетипичные выводы. Ссылка будет в описании. Серьезно, рекомендую, без шуток. Хотя не вздумайте даже ничего читать, ничего смотреть. В статье там, реально очень много букв. Ролик тоже достаточно длинный. Не вздумайте, не смотрите, не читайте. Не рекомендую. Шучу, естественно. В общем, господа и товарищи, которые смотрят этот ролик, небольшой спойлер. Уничтожить Нихиланта достаточно просто. Нужно всего-навсего дождаться, когда раскроется его голова, чего я в данном случае добился, прыгнуть выше него и расстрелять вот этот вот пирамидальный нарост в его голове. После этого Нихилант погибнет и игра закончится. Как она закончится, я вам рассказывать не буду. Сами узнаете, когда пройдете. Или уже знаете. Вообще мне очень нравится графика, даже в первой части игры Half-Life. Реально хорошая графика. Так, кто в меня стреляет? Забыл Вартигонта уничтожить. Ну все. С Вартигонтом разобрались. Пора переходить к следующей игре. Это у нас Quake 2. Quake 2 вышел в 1997 году. На год раньше, чем Half-Life. И если Half-Life это был прорывной шутер, который в буквальном смысле слова изменил игроиндустрию, то Quake 2 это шутер старой школы. В основе него лежит геймплей. Не сюжет, не какие-то там инновации, а именно геймплей. Как говорил Джон Кармак, в игре на ПК главное геймплей. Сюжет тоже должен быть, но как в порнофильме. Просто чтобы он был, и не более того. Вообще, если вот честно, мое мнение по поводу этого шутера
Да, он неплох, да, его можно пройти, но один раз. Возвращаться к нему, если честно, ну, не хочется. Только ради спортивного интереса, если. Чтобы найти все секреты, чтобы что-то обнаружить. Обратите, кстати, внимание, вот играю на Voodoo в режиме 3DFX OpenGL и небо. Если вы запускали эту игру на современных видеокартах, вы, наверное, обратили внимание, что, ну, мягко говоря, небо выглядит некрасиво. Как будто текстурку несбалансированную просто размазали. А здесь оно смотрится именно как небо, но просто какое-то красное. Впрочем, ладно. Хватит об этом. Сейчас я уничтожу вот этих вот летающих врагов. Открою дверь и покажу вам нечто интересное, которое касается непосредственно Voodoo 5. Так, игру я сейчас сохраню. На всякий случай. Так, игру я сохранил. Вот смотрите, я играл и записывал это видео в разрешении 800 на 600. Пробуем поставить разрешение 1024 на 768. В режиме 3DFX OpenGL, так как оно и было. И что мы видим? А разрешение это не поддерживается. Игра сбросилась в режим программной отрисовки 3D-сцен. Давайте-ка ради интереса запустим ее, эту игру, в режиме стандартного OpenGL. Выставим разрешение 1024 на 768, как я и хотел. Мало ли, может, проблема в видеокарте. Она, может, вообще не работает в этом режиме. Жмем Enter. Нет, все работает. Картинка стала, на мой взгляд, несколько темнее. Вдалеке чуть четче, вблизи чуть более размыто. Четкость это только за счет разрешения, размытость за счет того, что стандартный драйвер. Тем не менее, все работает. Давайте-ка переключим наш рендеринг в программный и выставим то же самое разрешение 1024 на 768. И посмотрим, что получится. Игра работает. Пошевелим мышкой, субъективно вроде не тормозит. Видно пиксели. Тем не менее, у нас есть встроенный тест. Давайте-ка мы его и используем. Пишем timedemo1. Demomap. demo1.dm2. Запускаем. Смотрим, что получится. Так, тест прошел достаточно быстро. Ну что, 30 FPS очень даже неплохо. Современные ПК-геймеры, конечно, скажут маловато, но консольщикам хватает, как и мне, впрочем. Тем временем переходим к следующей игре. Я думаю, вы догадались, что это Quake 3. Сразу вбиваем в консоли timedemo1 для тестирования. Я думаю, все играли в эту игру, и показывать ее геймплей не стал. Просто ее протестируем. И на этом и закончим. Итак, заходим в настройки. Все по максимуму. 32-битный цвет. Запускаем демку. Субъективно
Работает игра неплохо. Явных тормозов нет, где-то около 60 FPS она, в общем-то, должна выдавать. Сейчас глянем на результат. В общем-то, так и есть, 59,4 FPS. Не густо, с другой стороны, в те времена практически все играли в 16-битном цвете, потому что он был быстрее, а по качеству не сильно отличался. Давайте ради интереса, помня Quake 2, попробуем сменить драйвер на драйвер Voodoo. Так, вроде что-то поменялось. Смотрим. Увы и ах, драйвер дефолтный остался. Давайте еще раз попробуем, так сказать, для того, чтобы убедиться. Нет, драйвер не меняется. То есть запустить на Voodoo 5 Quake 3 в режиме 3DFX OpenGL не получится. Так, выходим из игры, и для справки, я таки протестировал игру в 16-битном свете, и вышло в этом же разрешении 80,7 FPS, что, в общем-то, очень даже неплохо и по современным меркам. Перейдем к следующей игре на движке Quake 3. Эта игра, Возвращение в замок Вольфенштейн, имеет определенные особенности. Давайте я вам их покажу. Она любые видеокарты Voodoo, что Voodoo 3, что Voodoo 5, что Voodoo 2, определяет как Voodoo 2. И драйвер, видите, здесь установлен Metabyte Wicked 3D. По этой причине запускать эту игру можно только в разрешении 800 на 600 и ниже. Если мы делаем разрешение выше, то игра сдвигается, так сказать, уезжает влево, и играть в нее становится просто-напросто неудобно. И чем выше разрешение, тем сильнее она сдвигается влево и вверх. Давайте запустим сохраненку. Это битва с финальным боссом, с Генрихом Первым. И посмотрим, тормозит или нет эта игра на Voodoo 5 5500 в разрешении 800 на 600. Все настройки по максимуму, но глубина цвета 16 бит. Ну, субъективно вроде как ничего не тормозит. Давайте-ка уничтожим Генриха. Вообще, чтобы уничтожить Генриха, его нужно долго и нудно расстреливать. Но у Генриха есть определенные особенности у этого босса. Если мы вдруг выйдем за пределы этого круга, то он начинает вызывать больших духов, привидений. И эти большие духи привидения, касаясь нас, забирают у нас сразу, насколько я помню, 25 хитпоинтов. И, в общем-то, 2-3 духа друг за другом летят, раз-раз, и ты труп. А вот если за пределы этого круга не выходить, тогда Генрих вызывает только вот этих вот скелетов-зомби, с которыми гораздо проще. Главное не стоять, а двигаться. Ну, в данный момент я уничтожаю Генриха с помощью пушки Тесла, которая стреляет молниями. И Генрих становится все слабже и слабже. Патроны на исходе, но добить его будет уже дело техники. И в отличие от Half-Life, кстати говоря, когда погибнет Генрих, погибнут и все зомби. Ладно, переключаем ствол. Так, Генрих покачнулся. Все, Генрих погиб. И я сделал это. OpenGL, да OpenGL. Давайте уже перейдем к играм на базе API Glide.
то, ради чего мы и собирали этот ПК. Начнем мы с Unreal. Это реально первый запуск свежеустановленной игры. У вас установлена карта 3DFX? Да, установлена. Вы хотите ее использовать? Да, конечно, хотим. Первый запуск. При первом запуске первая версия игры, кстати говоря, запускается в разрешении даже не 640 на 480, а 512 на 384. Давайте мы сделаем разрешение 1024 на 768. Применим изменения. И посмотрим, как у нас летает камера. Вот ради интереса, давайте-ка вобьем команду TimeDemo1. В Gold версии она дает нам возможность увидеть FPS. Здесь она ничего не дает. Эта команда этой версии игры неизвестна. Давайте посмотрим, как камера точнее, облетает замок. И запустим новую игру. Кстати, если в Gold версии у нас по умолчанию в качестве главного героя женщина, то в оригинальной версии можно выбрать как мужчину, так и женщину. Здесь есть несколько моделей и несколько скинов в каждой модели. Есть как разноцветные скины, так и полностью меняющие лицо. Это, кстати, Эш, важный персонаж, о нем я скажу позже. А это Данте, обычно за него я и играю. Это скины к этой модельке. Разноцветные. Есть даже вот такой, типа зомби. Это киборг. Впрочем, ладно, выбираем Данте и запускаем игру. Вообще игра имеет свою предысторию, она написана в буклетике к игре. Примерно звучит это так. К камере подходит главный надзиратель сектора и что-то помечает в своем журнале. Эш! Черт возьми, что происходит? А ты как думаешь? Гений, мы падаем. Теперь заткнись и пристегнись к кровати. Ты с ума сошел? Надо срочно всем эвакуироваться на спасательных кораблях. Эш, отключи силовое поле, скотина, выпусти нас. Открой выходы, которые ты... Мощный удар корабля отрывает вас от пола, и вы ощущаете, как неторопливо, будто время замедлилось, вас отбрасывает к задней стене камеры. Вы теряете сознание. Через несколько часов, а то и дней вы приходите в себя, ваше тело избито, очень хочется пить, но вы живы. Силовое поле отключено. Свобода манит вас. Медленно, с большим трудом вы поднимаетесь на ноги и выходите из своей камеры. Только что я это сделал, как вы видели. Спустился вниз и уничтожил труп приговоренного к смерти преступника. Вообще, Unreal в 1998 году это было действительно что-то нереальное. Эта игра, если вы хотели увидеть все ее красоты, а она и сейчас, я думаю, вы видите, смотрится весьма достойно, ставила на колени вообще любой компьютер. Да и спустя несколько лет, уже в начале 2000-х, она использовалась в качестве стресс-теста процессоров в софтверном режиме и в качестве бенчмарка для тестирования новейших 3D ускорителей. Помню, на XBT даже жаловались, что вроде как новые видеокарты выходят, а тестировать не в чем. Вот Unreal, Quake 3, да еще игра была Drone Z, которая все фичи поддерживала. Правда, Drone Z уже поддерживала фичи Direct 3D. 3DFX тогда уже был не актуален, как и API Glide. Вообще, я, когда в первый раз в эту игру играл, вот по-честному,
Мне было просто интересно ходить и осматривать корабль, окружение. Ну, реально, уровни в игре сделаны просто великолепно. Вот здесь вот мы встречаем Скарджа. Самые опасные противники в игре. Но в этом конкретном месте он на нас не нападает, а уходит по своим делам. Зато мы получаем оружие. Это дисперсионный пистолет. Вот он, Скардж, убежал. Вот трупы, которые остались после его действий. А вот и дисперсионный пистолет. Я не стал полностью показывать весь путь. Здесь мы выходим из корабля. И... вот представьте. 1998 год. Вы недавно видели небо в Quake 2. И тут мы выходим из корабля в игре Unreal, поднимаем голову, а там небо. Оно реально тогда казалось настоящим. Даже сейчас, кстати, в играх не всегда игроделы в состоянии реализовать небо такого качества. Посмотрите, вот API Glide. Надписи прекрасно читаются. В Direct 3D вы эти надписи, по крайней мере в то время, прочитать не смогли бы. Корабль. Видно, как повело металл. А это водные поверхности. Согласитесь, смотрятся замечательно. Рыбки, кстати, тут агрессивные довольно-таки. Хотя и мелкие. А это наши первые противники. Их будет достаточно много. Вот представьте, какой силой обладает этот вот монстр. Тут труп отлетел так далеко и так ударился о стену, что расшибся. А это дисперсионный пистолет. Вот в первой версии игры он, видите, как стреляет. Оставляет след. В Unreal Gold такого следа уже от пистолета нет. Вообще в первой версии несколько по-другому оружие работает, нежели в последней. А это водопад. Тоже, кстати, красивое место. Вообще здесь уровни огромные, а по тем временам просто супер огромные были. И мир сделан, ну, видно, что с любовью. А это туземец. Вот представляете, заходите, а там туземец висит в воздухе. Не нападает. Не как в Quake, что все, что шевелится, то враг. А это другого типа враги. Присоски, которые стреляют иглами. Тоже, кстати, опасные. Вообще, предыстория игры несколько больше, чем я озвучил, естественно. Но все оно сюда не поместилось бы. Есть вот у нас факелы, которые можно зажечь и бросить перед собой. Они будут нам освещать путь. Вот опять эти монстры. Присоски, стреляющие иглами. Кстати, довольно-таки опасные и крайне неудобные противники. Впрочем, если вы играли в эту игру и она вам понравилась, то что мне вам рассказывать? Если не нравится, то тем более о чем говорить. Если не играли, попробуйте. Лично мне она нравится, и не только мне. Она, конечно, не столь популярна, как Half-Life, но тоже весьма популярна и интересна. И тоже представляет собой достаточно свежий взгляд на шутеры от первого лица. Кстати, ей тоже в этом году было 20 лет, и я надеюсь, что будет либо переиздание этой игры, либо что-то выпустят фанаты. Переходим к следующей игре. Это у нас будет Unreal Tournament. Тот же движок, хотя модифицированный, и сам по себе один из лучших киберспортивных шутеров.
Смотрим настройки. Настройки у нас 3DFX Glide. Запускаем сохраненную игру. Запущу я последний уровень. Hyper Blast с Ксаном. Ну и посмотрим, как происходит игра. Здесь по большому счету целиком записи не будет, делаю только нарезку смертей Хана или Ксана. Вообще, если честно, то первая игра этой серии, в которую я играл, была именно Unreal Tournament, а не Unreal. Да и из серии Unreal первую игру я играл все-таки в Unreal Возвращение в Наполи, а не в Unreal 1. Точнее говоря, играл-то я в Unreal 1, но у меня была кривая версия, в которой, к сожалению, после первого уровня игра крашилась, и там был перечень всех уровней, но какой из них второй, какой третий, я просто не знал. А на Поли работала без проблем, поэтому я в нее и играл. Вообще, кстати говоря, в этой игре, по крайней мере, когда я ее первый раз проходил, я не мог победить Хана, Ксана. Был у меня знакомый по кличке Маньяк. Вот он мне и показал, как его побеждать. А побеждаем мы его, по крайней мере, на том уровне умений, который есть у меня, тупо бегая от него и отстреливаясь из тяжелого оружия. В основном из пушки. Подлавливаем его в тех моментах, где он появляется. А тот человечек, кстати, научился так ловко играть в Unreal Tournament, что потом ему хоть в киберспортивные шутеры играть было. Я, конечно, таких высот не достиг, да в принципе оно мне и не нужно было. По уровню графики, я надеюсь, вы видите, что выглядит все отлично. Модельки, конечно, самих игроков по современным меркам довольно-таки угловатые, но зато текстурки, зато сам уровень, как по мне, так смотрится очень прилично. Вообще, если проводить аналогию с уровнем графики, то Unreal это нечто вроде Crysis, который тоже в свое время был эталоном по графической составляющей, а Unreal Tournament это модернизированный Crysis, где-то уровня Crysis 2. Хотя тут все субъективно, кому как. 13 фрагов, осталось всего 2. И с этой игрой мы закончим. Перейдем к следующей. Вообще, кстати, на движке Unreal было не так много игр, но все они были хитами. Не все, конечно, столь популярны, как эти две игры, но тем не менее все были по-настоящему великолепны и сделаны с любовью. Делаем фирменный прыжок с крыши в коридорчик Hyper Blast и пытаемся таки подловить Хана. Точнее, Ксана, если его читать правильно. Включаем мою любимую флаг-пушку
и навстречу приключениям, так сказать. Хан, конечно, бот, но стреляет он, скажем так, без промаха. Так, остался один фраг. Опачки. Я среагировал быстрее. Следующая игра в нашем списке — это Руна. Откровенно говоря, игра своеобразная. Уж слишком она хардкорная и уж чересчур она, на мой взгляд, запутанная. Тем не менее, у этой игры есть поклонники. По сути, это эдакий hack and slash от первого лица. Ну, грубо говоря, диаблоид в стиле 3D экшена. Главный герой, кстати говоря, тоже своеобразный. Видите, чем он поправляет здоровье? Ящерицами. Эдакий поедатель ящериц. Графика тут, в принципе, неплохая. Но в стиле Unreal Tournament. В основном гамма желто-коричневая. Так, скушаем еще одну ящерку. И будем сыты. И поправим заодно здоровье. В общем, вот такая вот игра. Вот так вот закликиваем. И двигаемся дальше. Рассказать мне о ней, если честно, особо нечего. В целом она имеет место и, в принципе, можно ее пройти. Если такая тема, такие игры, в принципе, вас интересуют. Игра в целом обыгрывает скандинавскую мифологию со всеми вытекающими последствиями. По сути, повторюсь, hack and slash Рубилова, Мочилова. В целом геймплей, в принципе, не сильно надоедает. Враги постоянно появляются, постоянно кликаешь мышкой. Единственное, что сами по себе уровни очень запутаны. Поэтому, ну, не каждый сможет ее пройти. Впрочем, вас никто не заставляет. Главное, знаете, что такая игра есть. И сделана она на движке Unreal Tournament. Уже намодифицирована. Так, сейчас добьем этого крабика. И перейдем к следующей, наверное, игре. На API Glide писали не только шутеры, но и другие игры. Раз уж речь шла о диаблоидах, то почему бы нам не поговорить и о Diablo 2 оригинале? Да, эта игра тоже поддерживала API Glide. И, кстати, максимум разрешения в ней можно было выставить целых 800 на 600 точек. Игра мега популярная, в нее и сейчас играют. И она достаточно интересная. В общем-то, говорить-то о ней можно очень долго. Но есть ли в этом смысл? Так-то все вроде просто. Ходишь и кликаешь мышкой врагов. В данном случае я играю за некроманта.
Не играл очень давно, если честно. Это вот как раз таки с 2000-х годов сохранен. Одна из сохраненных. Что у нас умеет некромант? Некромант у нас умеет оживлять мертвых. Соответственно, вот раздел, касающийся магии. Это у нас те магические существа, которых мы можем оживить. Я оживил мага-скелета. И двигаю дальше. Игру эту создала компания Blizzard. Blizzard жива и по сей день. Игры Blizzard, как правило, одни из наиболее продуманных, наиболее удачно имеют геймплей и, в общем-то, абсолютно не требовательны к ресурсам компьютера. То есть основная задача студии всегда была это максимальный охват игроков. Кстати говоря, именно в API Glide Diablo смотрится гораздо лучше, чем в обычном режиме Direct Draw. Так как максимальное разрешение 800 на 600, то естественно особо красот тут не увидишь, но поверьте, в API Glide оно смотрится лучше, чем в другом API. В принципе, ничего особо интересного я тут сказать больше не смогу. Поэтому давайте просто посмотрим геймплей и перейдем к заключительной игре в этом видео. Заключительной игрой этого видео будет великолепная Need for Speed Porsche Unleashed. Как и предыдущие игры, она также поддерживала API Glide, причем работала в этом API гораздо плавнее, нежели в Direct 3D. Вообще игры этой серии поддерживали 3D ускорители Voodoo, начиная с Need for Speed 2 и заканчивая Need for Speed 5. Need for Speed 6, он же Need for Speed Hot Pursuit 2, работал уже только в Direct 3D. Как и большинство игровых серий, среди них встречаются как удачные игры, так и не очень. Лично мне из всей серии больше всего нравятся три игры. Это как раз Need for Speed 5, однако она, на мой взгляд, довольно сложна для прохождения. Особенно если до нее вы в гонки не играли. Need for Speed Underground, здесь почти все идеально, как по мне. И Need for Speed Most Wanted. Очень красивая графика была на момент выхода у этой игры, почти фотографического качества. По крайней мере, мне тогда так казалось. Непосредственно Need for Speed 5, хотя формально считалась аркадной гонкой, в ней, тем не менее, была очень продвинутая физическая модель движения автомобилей. На то время, естественно. Все автомобили отличаются по управляемости, по отзывчивости, по скорости, их заносит, разворачивает. Все как в реальной жизни, в общем. Любые ошибки игра не прощает. Впрочем, пока гонка продолжается, давайте подведем итоги. К сожалению, в рамках данного видео показать все игры с поддержкой API Glide не представляется возможным. Да я думаю, этого и не нужно. За рамками остались Deus Ex, Hitman, Codename 47, Turok 2, MechWarrior 2 и 3, Carmageddon, Screamer 4 на 4 и другие. Тем более, что к 2000 году вышла масса отличных игр для ПК, в том числе и без поддержки глайдов. Те же Солдаты Фортуны, Герои Меча и Магии 3, Command & Conquer, Red Alert 2.
Civ 2, Counter-Strike и другие. Затягивать видео еще сильнее мне уже не хочется. И так почти 2 часа видео. Однако, напомню комплектующие моего Ultra Glide PC. Материнская плата Chantech CT6AJA4T, видеокарта Voodoo 5 5564 мегабайта, звуковые карты Sound Blaster F64 Gold и Sound Blaster Audigi Platinum EX, оперативная память 768 мегабайт, жесткий диск 80 гигабайт, DVD-привод, флоппи-привод, блок питания SWT 350 Вт. И все это собрано в тяжелом корпусе XG Romeo, изготовленном из миллиметровой стали. Основное неудобство корпуса, кстати, это монолитная, надевающаяся сверху крышка, как это было на старых корпусах AT формата. Соответственно, выпиливать в нем окна себе дороже. В целом сборка соответствует духу того времени, рубежа 20-21 веков. Разве что для того, чтобы соответствовать 2000 году, вместо Intel Pentium 3 на 1,4 ГГц стоило бы установить Pentium 3 1 ГГц, топовый Coppermine, в идеале слотовый на шине 100 МГц и соответствующую материнскую плату, к примеру, все на том же Intel 440BX. Снизить объем памяти до 512, прошу прощения, мегабайт и жесткого диска до 60, тогда максимальный объем был именно 60 гигабайт, но стоили они очень дорого. На мой взгляд, единственное, чего не хватает для того, чтобы превратить этот ПК в эксклюзив, это моддинг корпуса. Некоторых комплектующих. К примеру, у меня есть пара 40-мм вентиляторов с подсветкой, которые можно установить на Voodoo 5. На кулер можно также установить вентилятор с подсветкой. Можно изготовить наклейки с логотипом 3DFX Voodoo, установить RGB подсветку и сделать прочие современные свистопуколки. Однако для этого придется менять корпус. А стоит ли оно того? Тут по большому счету и так можно гнуть пальцы вверх и выпускать сопли пузырями, ну просто супер глайд ПК. А теперь давайте поразмышляем, насколько была оправдана в 2000 году покупка Voodoo 5 5500 и насколько это имеет смысл сегодня. К 2000 году 3DFX выдохлась, по факту полностью утратив инициативу. Microsoft, которой надоело взаимодействовать с консорциумом, развивающим OpenGL, уже как 5 лет выпустила API Direct 3D, который активно развивался и к 2000 году стал по факту основным стандартом. API Glide оставался платным, но его уже почти перестали использовать, ведь было целых 2 бесплатных альтернативы. OpenGL и Direct 3D. В общем, в 2000 году, если вам хотелось играть в Glide игры, можно было оставаться на Voodoo 3 или вообще на Voodoo 2. Тем более, что игр, написанных на Glide с поддержкой 32-битной цветности, на самом деле это, конечно, 24 бита с альфа-каналом частичной прозрачности, но тем не менее, не существовало. Да и развитие этого API шло к постепенному слиянию с OpenGL, это видно в драйверах. Сами по себе чипы VSA-100 были достаточно слабыми по меркам 2000 года. По факту это была производительность примерно равная Voodoo 3500 или аналогу от NVIDIA Riva TNT 2 Pro. А двухчиповый Voodoo 5 трудом конкурировал с GeForce, чаще проигрывая, чем выигрывая. Формально был еще и Voodoo 5 6000, но их было очень мало. Они требовали отдельного блока питания, а по производительности от Voodoo 5500 радикально не отличались. В общем, время было упущено, и догнать конкурентов 3DFX не смогла. Тем не менее, в 2000 году покупка Voodoo 5500 была оправдана, поскольку она поддерживала все актуальные на то время API и имела весьма качественные драйверы. Правда, цена ее в то время была слишком высока для того уровня производительности, который она демонстрировала, а перспектив для дальнейшего использования она почти не имела. А что сегодня? Сегодня Voodoo 5 5500 достаточно редкая карта, которая позволяет играть в игры для API Glide с максимальными настройками и достаточно высоким уровнем FPS. В таких играх можно выставить разрешение даже 1280 на 1024, и она справится, но FPS стабильно выше 60 кадров от нее ждать не стоит. Все-таки актуальное для нее разрешение все те же 1024 на 768, стандартные для 15-дюймового ЖК монитора или 15-17-дюймового LT монитора.
Повторюсь, те игры, в которых актуально Voodoo 5, прекрасно работают и на Voodoo 3, и на Voodoo 2, причем наименьшее количество проблем на Voodoo 2. Итого, приобретать сегодня Voodoo 5 5500 имеет смысл разве что ради их коллекции. То же самое касается и процессора. Достаточно любого Pentium 3 от 500 МГц. Однако, пора заканчивать. Я надеюсь, вам было интересно смотреть это очень длинное видео. Спасибо за внимание и до новых встреч! Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересного.